Сегодня, когда почти все музыканты выпускаются в MP3 и люди покупают в основном цифровые версии треков, а не на физических носителях, процесс мастеринга можно свести к вытягиванию трека до уровня коммерческой громкости. Самое же главное происходит в процессе сведения. Я считаю, что трек до мастеринга должен уже звучать отлично, а на мастершине сделать его звучащим идеально. Для этого я разделю работу на две части – сведение и мастеринг. После сведения трек должен звучать одинаково хорошо на различных системах – студийных мониторах, наушниках, в клубе и так далее. Для этого, конечно, нужна хорошая акустика, которая не искажает или приукрашивает звук. Она должна звучать правдиво. Хочу обратить внимание, что в процессе написания трека я и так уделял время балансу звука, эквализации, компрессии и так далее. Поэтому сейчас моей задачей будет выстроить баланс звука таким образом, чтобы трек зазвучал отлично. Для начала нужно выстроить регулятор громкости на мастере так, чтобы трек не клиповал, не давал пиков красного цвета. Клиппинг приводит к различного рода искажениям. Сведение трека я начинаю с регулирования звука ритм-секции. Здесь я сделаю звук снейра громче. На данном этапе стоит доверять своим ушам, а не работать по приборам. Далее надо выстроить уровень баса относительно ритм-секции. Практически всегда из-за баса кик становится менее заметным. Иными словами, бас перекрывает кик, а в нашем случае еще и снейр. Поэтому самым очевидным шагом будет использование сайдчейн компрессора. Как вы понимаете, в кике очень важную роль играет атака, сам щелчок. Поэтому надо сделать так, чтобы в момент, когда играет кик, бас делался тише, а затем играл с нормальной громкостью. В стандартном компрессоре Ableton Live нужно нажать на стрелочку и затем кнопку Sidechain. Далее нужно выбрать в Audio From канал кика и снейра. Здесь очень важно подобрать правильные настройки компрессора. Если сделать слишком большой трэш-холд, то бас будет постоянно прыгать тише, громче и потеряет энергию. Теперь послушайте разницу, как кик звучит без сайдчейн компрессии и с компрессией. Далее нужно отрегулировать баланс вокала в основной части.
Затем нужно выстроить громкость инструментов в яме. Теперь трек звучит отлично.